Здравствуйте, дорогие друзья! Долго опять я думала, о чем говорит, что посмотреть. И резко у меня появилась такая мысль в голове. Всем интересно деньги, потому что деньги нужно. И деньги в наше время у всех мало, никогда недостаточно. Поэтому я хочу посмотреть 26 года, как стать богатым. И будем посмотреть каждый знак зодиака. Первый знак зодиака у нас Козерог. Правильно? Козерог. Как вы можете стать богатым 26 года? Где ваше богатство? Будет ли она вообще или нет? Каким способом вы можете заработать деньги? У вас в следующий год легко ничего не придет. Будет борьба. Значит, если ты что-то хочешь, тебе надо бороться с этим. И говорит, что вот это как путь, эта карта говорит, что надо концентрировать на себя. Не надо смотреть других, а концентрировать, что у тебя есть и что ты можешь сделать для этого. Значит, теперь мы смотрим, какой энергия будет работать для тебя лучше всего. Козерог. Деньги. Вот. Как мне теперь это объяснить? Тебе не хватает страсти в жизни. Вы помните это ощущение, когда есть влюбленность? Ты там летаешь везде, кушать не хочешь, пить не хочешь, ты чувствуешь, что ты можешь сделать все. Влюбиться надо. И тогда у вас энергия меняется. Но говорит, что в жизни вы именно там, где вы должны быть. Но что-то не хватает, какой-то страсти. Это не говорит всегда, что в физическом плане страсти к жизни. Да, этого не хватает. Надо тебе найти того, где у тебя сердце будет быстро бьется. Что тебе нравится сделать? Думай. В каком сфере будет? В каком сфере будет ваше богатство? Но тут лотерея я еще не вижу. Вот этот карт говорит о том, что успех будет достаточно быстро, если ты даешь туда свою энергию, свой сил. Тебе надо балансировать себе. Тебе надо себе балансировать, потому что ты где-то даешь свою энергию туда, куда не надо. Тут не говорит, тут пентакли нету. Где твой... Женщина, женские карты. Мне кажется, у женщин будет успехов в женском сфере. Все, что для женщины. Что женщинам нужно? Красота, похудеть, любовь, вера. И говорит, ты можешь взять риск в следующий год. И опять-таки, видишь, страстная карта. Все-таки, да, влюбиться вам надо. Следующий у нас... Следующий у нас Водолей. Водолей. Февраль. Да. Совет вам о деньги успехов. Союз, лед и чудо. Вот, Водолей, у вас так. Если у вас крепкий связь, крепкие отношения, хорошие отношения, это не только значит, что с мужем или женой, там с родителями, с детьми, вы можете творить чудо. Когда у вас негативная энергия дома, вы ничего не можете сделать. Но говорит о том, что лед, что у вас нету все знания пока, чтобы получить в таком степени успехов. Что-то вам надо еще то ли учиться, или даст куда-то полное внимание, чтобы понять, как и что сделать надо. Вам спешать не стоит. И тут также говорит. Да,
Опять говорит то же самое. Ваша сила будет ваша кровь. Если там это родственные связи. Если там все хорошо, и вы можете даже вместе что-то придумывать, вместе с семьей. Если вы что-то вместе делаете, там будет следующий год успехов. Может быть, с мамой, с папой, с сестрами, с дядей. Но говорит о том, что от чего-то тогда надо отказаться. Смотрим дальше. Мне кажется, тут просто вы сами себе тоже мешаете. Какой-то стрессовой карты, что вы не очень уверены в себе. И, может быть, даже не верите так сильно в себе. Но тут еще карта Спаситель. Спаситель мне говорит о том, что на самом деле у вас все для этого есть, если вы делаете маленький шагов к этому. Если появится какое-то предложение что-то сделать, обязательно это делайте, потому что это тоже пойдет к успеху. Особенно, когда делать предложение, но по поводу работы, женщина с темными волосами. Рыба. Fishes. Совет. Изменение, золото, интуиция. О, слушай, очень хорошая карта. Давай я все подряд сразу. Разбитое сердце, смерть, пентакли 10. И тут... Сразу могу сказать, что успех будет не там, где ты родилась, а другое место, где-то сохранится. Связи с иностранцами. Поэтому в комфортном зоне успех не будет. И мне кажется, ты не очень хочется менять свою жизнь. У тебя очень сильный комфортный зон. А тут наоборот говорит, с семьей вместе никакой бизнес или рабочие дела делать не стоит. От этого будет у тебя разбитое сердце. Изменения. Тебе надо менять то ли место, где ты живешь, либо место, где ты работаешь. Просто так, вот то же самое место, там успехов нет. Ну, где ты работаешь сейчас. Но если ты слушаешь сама себе и свою интуицию, может быть, у тебя какие-то сны, может, у тебя какая-то резкая идея появится в голове, это принесет тебе потом золото и возможности. Овен. Овен. Четко хочу это. Мне кажется, овны, они знают, что они хотят в следующий год. Интересно. Овен. Ну, смотрите, да, вы точно знаете, что вы хотите, денежные карты сразу. Вы можете договориться очень-очень хорошо в следующий год. Если у вас какой-то план, надо это обязательно сделать и взять еще люди, которые верят в вам или в ваше видение. Но это говорит какая-то старая мечта. Может, в прошлом, может быть, 5 лет назад, 10 лет назад у вас какая-то мечта, но вы это не делали почему-то. Надо 26 года действовать. Вот. Вам надо действовать. И зима для этого, зима еще, мне кажется, у нас даже до марта. Самое хорошее время. Но почему-то овны очень много даст внимания для отношений. Они забывают о себе. Что за год у всех такой? Но доверять никого нельзя, какой-то обман будет. Доверять только сама себе, и вы должны быть как хозяйки или начальники. Тогда успехов будет. Если вы для кого-то работаете, и там на работе может быть какой-то негативный разговор про кого-то, ну, со спиной кто-то что-то говорит.
Не надо этого делать. Уходите от таких разговоров. Если ты хочешь, чтобы ваши зарплаты бы повышили, самое время для этого именно следующий год. Телец. Правильно сказал телец. 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 Новость. Опасность. И сплетни. Сплетни. Но кто-то будет точно против вас работать, и это будет женщина. С темными волосами женщина будет работать против вас. Поэтому тоже, если человек кажется слишком хорошим или слишком много хочет вас помочь, и вы не понимаете, почему она это все делает, тогда это очень подозрительно. Она хочет, мне кажется, от вас учиться, чтобы потом это сама сделать. Доверять никого точно нельзя. Но у мужчины будет особенно успех. Особенно те, которые работают в городе, в бизнесе. И молодые. Молодые для меня это 35. Потом то уже вино. Каждым годом лучше и лучше. Но тут говорит карта, что тут дурак. Документы надо посмотреть. Договоры надо посмотреть внимательно. Там может быть какие-то ошибки. Вы, конечно, можете огромные деньги заработать, но если вы не даете внимания на детали, вы можете это очень быстро еще терять. И когда большой успех будет, очень многие хотят с вами связываться. Они хотят часто от этого богатства. Поэтому, молодые мужчины, у вас успехов будет. Женщина, извините. Близнецы, близнецы. Как стать богатым в следующий год? И будет ли у вас богатство в следующий год? Какие у вас советы? Зависимости, защита и предупреждение. Мне кажется, у вас лишние траты будет в следующий год. Особенно с транспортом, с машинами, мотоциклами. Женщинам, которые больше 35 лет, светлые, у вас будет успехов. Но кто-то завидует вас. Кто-то из семьи, кстати, или из семьи, кто-то будет вас завидовать. Поэтому, когда у вас будет успехов или у вас улучшится что-то на работе, не говорите об этом. И тут тоже карта змей говорит о том, что женщина против женщины. Очень советуют путешествовать, потому что через путешествование тоже появятся нужные контакты. Там надо быть очень открытым. Если у вас есть какие-то зависимости, избавиться от этого надо в следующий год. Это держит тебе как... Задерживает тебя. Ты не можешь получить такой успехов, если ты что-то делаешь против себя. А так ты враг сам себе. А если ты открытая, веришь в себе и не делаешь, устроишь какую-то показуха. О, я там путешествую, у меня в жизни все так классно. Живешь для себя. Очень хорошие шансы. Рак, наверное. Рак, посмотрим, что у вас будет. Рак. Время. Дитя природы. Как интересно звучит. И вера. Но у вас очень хорошая карта на это. Но время говорит о том, что время для успехов мало. Значит, первая половина года самая большая энергетика для успехов. И если ты хотите балансировать себе, надо быть больше в природе и животным. Она чистит вашу энергетику. И верить только в себе и высшему. Не бывшему, высшему. Очень многие там из вас смотрят на прошлое. Вы не можете отпускать прошлое.
И это вас мешает, потому что когда мысли заняты с другим, у тебя не появятся новые мысли, надо отпускать прошлое. Это мешает. В каком сфере? Молодые женщины. Молодые женщины, у вас будет успех. То ли это психология, или там литература, или, например, как-то ты пишешь книги, или музыканты, вот там очень много успехов. Или мероприятие какое-то, вот там успехов, если вы начнете с этим заняться. Лев или льви? Лев, по-моему. Лев. Сильный знак зодиака. Посмотрим. Совет. Молитва вам поможет. Опыт. Надо пообщаться с старым поколением. Бабушки, прабабушки. Спросить совет оттуда. Жизненный совет, жизненный опыт. Там это ключ для успеха. Предупреждение. Чего? Опять зависимости. Это надо убрать. Если у вас это есть. Но вы тоже там, где вы должны быть, но вы слишком много помогаете других. Надо концентрировать на себя. Вы свою жизненную энергию даете, у вас успехов не получается. Да, опять ангел и спаситель. Вы не мать Тереза. Живете все-таки для себя. В каком сфере будет успехов? Мне кажется, надо какую-то идею взять и сделать от этого свое. Например, может в Америке что-то есть уже, а у вас еще в вашей стране это нету. Как-то принести что-то оттуда, я не говорю просто Америка, образно говорю, от какой-то страны и привезти это в ваш город или в вашей деревне. Что нету. Думайте, что там нету, что не хватает. Это успех. Опять дева. Что-то опять... Нет, даже не боюсь этот раз. Дева. Посмотрим. Где ваш успех? Конец. Чудо. Цветы. Я не люблю вот эту карту цветы, потому что цветы говорит о весна. Надо ждать. Весна появится вот. Резкие изменения. Но что-то заканчивается, чтобы получилось, и картинки, кстати, осталось туда. Что-то должно заканчиваться, чтобы началось что-то нового. И что это? Мне кажется, тут даже молитва не надо, никаких знаний, надо просто жить в моменте. Просто живите в этот момент. И не накручивайте себе так сильно. Надо, да, тут надо просто у девы вам надо заняться собой, с красотой, потому что эта карта говорит о красоте, своими чувствами. Мне кажется, когда вы в балансе, у вас есть гармония и баланс, и вы чувствуете себя, вы знаете, красивым, уверенным в себе, это все успех и так придет к вам, потому что люди это замечают. Мне кажется, особенно ничего делать не надо. Просто быть красивым. И люди это замечают. Очень советую еще путешествовать. Не ныть там дома и думать, что все так плохо. На самом деле все у вас очень хорошо. Но и в то же самое время знать, что это успешное время не держится до самого конца жизни. Следующий год для девы очень хороший год. Но надо себе показывать, надо общаться красиво, уверенно в себе. Иди в салон красоту, поменяй цвет волос, я не знаю, делай что-то для себя. Занимайся спортом, и там твои успехов. Весы. Посмотрим. Лед, предупреждение и опыт. Опять лед говорит, что у вас полное знания еще нету, пока надо набрать знания. Надо сейчас просто как-то читать много, узнавать, учить,
А действовать пока не надо. Хоть первая половина года. И вот у вас бывает так. Если вы не верите в себе, никто вам или ваши способности не будет верить. У вас говорит карта, что успех начинается от вас. И начинает от вашей уверенности в себе. Интересно. Если вы глубоко в душе не верите в себе, успехов не будет. Сила у вас есть, успех на самом деле есть, но у вас очень много людей, которые завидуют вас. Иногда даже вы можете думать, я не понимаю, что тут завидовать, но они завидуют. Творчественные люди, у вас успехов будет. И именно не старые там контакты или там знакомства или комфортный зон, а через новые люди, особенно через мужчину, появится успехов. Тогда у нас есть еще Скорпион. Скорпион. Где ваши деньги, Скорпион? Борьба, неожиданность и путешествие. Бороться будет сильно. Вот тех, которые танцуют, они занимаются танцами, там, или спортом, у вас очень успешный год будет. Прямо очень успешный. Где музыка и движение. Там у тренера и вся. Успехов много. Спортсменов, кстати. Но вообще-то я бы сказала, что это неожиданность, это наоборот хороший. Какое-то новое предложение даже будет. Где-то резко надо ехать, собраться надо быстро. И вы получаете все, что вы хотите. Вы даже сильно ничего делать для этого не надо. Но еще говорит, конечно, что движение хорошо. Начинайте с чем-то заняться, спортом, танцем. Если вы профессионально в танце этим не занимаетесь, как хобби, оттуда тоже могут появиться нужные связи. И самый последний у нас Стрелец. Посмотрим, где ваши деньги и где ваш успех. Стрелец. Ой, огонь. Огонь говорит о том, что старая система уже не работает. Потому что огонь это единственный, который убивает все, чтобы смогла начинать что-то нового. Значит, ваша старая работа или все, что вы делали в прошлом, оно уже не работает, не действует. Может, это чувствуете. Конфликт. Но это, наверное, конфликт внутри себя. Вы как-то чувствуете ответственность, что вам придется этого сделать. Но вы сами это придумываете себе. Магия. Очень многие начинают, мне кажется, верить в колдовство, магия, что там что-то высшего есть, что-то большего. И и там ваша сила слушать свой внутренний голос и послушать знаки, которые выше сила вам дает. Мужчина в возрасте, но как вино, 35 плюс, у вас, вот когда вы начинаете делать того, что вы любите, и на самом деле хотите, потому что кубки это все о любви, у вас гарантированный успех. Делать только того, что вы любите. О, дьявол! Queen of Cups. Но, конечно, этот дьявол был повернутый, она повернулась, значит, мы это читаем как позитив. Вы что-то отпускаете, и вот вы сами поставили какую-то границу себе, и вы от этого уходите. Но у вас кто-то рядом, который не верит вам, потому что тут королева кубки, который может плохой совет отдать. Никого не слушайте. Вообще хорошо. Надо быть больше эгоистом.
Эта карта говорит о эгоизме, а это в позитивном смысле. Том, что вы на самом деле хотите. И не так сильно помочь других, а этот энергии вернуть к себе и для своих успехов. И только тогда у вас успехов будет. Последний совет. Угу. Так, а вот путь к победу не будет простая, но она стоит этого. Вот вам 12 знаков зодиака. Я всегда хочу, чтобы хорошие карты было бы наверху. Это у меня новая какая-то привычка. Мне кажется, даже когда они у тебя просто так стоит, они могут тоже какой-то энергию дать. Поэтому вы можете же любой карты выбрать себе и поставить под подушку. Тогда эта энергия будет активизировать. Я всегда сила мысли поставлю. Короче, эти мои новые карты на русском языке. Ответы свыше. Они уже в продаже, они у меня уже есть. Если они вам интересны, вы можете... Тут ссылка есть где-то там, или почта. Вы можете туда писать и пробовать с ними тоже гадать или получить хоть прогноз.